Время очень сложная для понимания вещь. Есть известное высказывание святого Августина Блаженного. Когда его спросили, что такое время, он ответил: «Я знаю, что это такое, но когда вы меня спрашиваете, я не знаю». И все же оно кажется нам абсолютно фундаментальным для нашей жизни. Мы говорим: время — деньги. У меня нет на это времени. Время летит, время тянется. И я думаю, нам стоит разобраться, что это такое, потому что в нашем обыденном понимании время — это движение в одном направлении, из прошлого через настоящее в будущее. И это наводит на мысль, что жизнь движется из прошлого в будущее таким образом, что то, что происходит сейчас, и то, что произойдет, всегда является результатом того, что произошло в прошлом. Другими словами, нам кажется, что нас что-то толкает вперед. Знаете, когда-то в психологии было модно говорить об инстинктах у людей и животных. Например, у нас есть инстинкт выживания, инстинкт продолжения рода и так далее. Но сейчас это слово вышло из моды. И психологи предпочитают использовать слово «побуждение» и говорить о потребности в еде как о побуждении, о потребности в выживании или в сексе как о побуждениях. И это очень важное слово, потому что его используют люди, которые чувствуют, что их что-то толкает. Лично я должен сказать, что когда я чувствую голод, я не чувствую, что меня что-то толкает. И когда я испытываю сексуальное влечение, я не чувствую, что меня что-то толкает. Потому что я не говорю: извините, но мне нужно поесть, или извините. Но мне нужно удовлетворить свои сексуальные потребности, свои биологические импульсы. Я говорю: ура, я отождествляю себя со своими жизнями, они — это я, и я не занимаю пассивную позицию по отношению к ним, и не извиняюсь за них. Итак, сама идея о том, что нами движут внешние силы, связана с идеей о причинно-следственной связи в жизни, движущейся под влиянием прошлого. И это настолько укоренилось в нашем здравом смысле, что от этого очень сложно избавиться. Потому что я хочу перевернуть все с ног на голову и сказать, что прошлое — это результат настоящего. Предположим чисто гипотетически, что эта Вселенная возникла в результате Большого взрыва, как считают некоторые космологи. Итак, когда произошел этот взрыв, это было настоящее, не так ли? И таким образом Вселенная зародилась в том, что мы назовем моментом сейчас. Затем она начала делать свое дело. И всегда, когда происходило какое-либо событие, которое мы сейчас называем прошлым, оно происходило в настоящем и из настоящего. Это один из способов взглянуть на это. Но прежде чем мы углубимся в эту тему, я хочу обратить ваше внимание на ошибочность общепринятого представления о причинно-следственной связи, что события вызваны событиями, из которых они неизбежно вытекают или являются результатом. Чтобы понять ошибочность этой идеи, нужно сначала спросить себя, что вы подразумеваете под событием. Давайте возьмем событие появления человека на свет. Итак, когда начинается это событие? Происходит ли оно в момент родов, когда ребенок появляется на свет? Или ребенок появляется на свет в момент зачатия? Или ребенок появляется на свет, когда в глазах его отца загорается недобрый огонек? Или же ребенок появляется на свет, когда у отца вырабатываются сперматозоиды, а у матери яйцеклетка?
Или, может быть, ребенок появляется на свет, когда рождается его отец или мать. Все это можно считать началом, но решение принимаем мы. Для целей юридической регистрации считается, что жизнь начинается в момент родов, и это чисто условное решение. И оно имеет силу только потому, что мы все с ним согласны. Давайте рассмотрим тот же феномен в пространственном измерении, а не во временном. Давайте спросим, насколько велико Солнце? Будем ли мы считать, что Солнце ограничено пределами своего огня? Это одно из возможных определений. Но с таким же успехом мы могли бы определить сферу Солнца по степени его нагрева. Мы могли бы также определить сферу Солнца по степени его освещенности. И каждое из этих определений было бы разумным, за исключением того, что довольно сложно определить степень освещенности, потому что мы находимся внутри Солнца. Поэтому мы условились определять Солнце по границе видимого огня. Но на всех этих примерах вы видите, что вопрос о том, насколько велика та или иная вещь или как долго длится то или иное событие, это просто вопрос определения. Итак, мы разделили события на определенные периоды для удобства обсуждения. Мы скажем, что Первая мировая война началась в 1914 году и закончилась в 1918 году. Но на самом деле все, что привело к Первой мировой войне, началось задолго до 1914 года. А последствия этой войны ощущаются и спустя много лет после 1918 года. Как отличить события от его последствий? Итак, вы видите, что поскольку мы произвольно разделили события друг от друга, мы сделали это и как бы забыли об этом. И тут возникает вопрос, как события связаны друг с другом? Ведь на самом деле отдельных событий не существует. Жизнь течет своим чередом. Непрерывно, как вода. И все это взаимосвязано, как исток реки связан с устьем и океаном. А все происходящие события или явления подобны водоворотам в потоке. Сегодня вы приходите в одно место и видите водоворот. Завтра вы приходите туда же и видите водоворот, но это уже другой водоворот, потому что вода меняется каждую секунду. То, что происходит, на самом деле нельзя назвать водоворотом, скорее это водоворотение. Это действие, а не предмет. И действительно, любое так называемое явление можно назвать событием. Мы называем, скажем, дом домом, ковер ковром, и точно так же мы могли бы назвать кошку кошкованием. То есть мы могли бы сказать, что кошка кошковала на ковре. И тогда у нас был бы мир, в котором не было бы предметов, а были бы только события. Приведу еще один пример. Мы говорим, что на свече есть пламя. Но правильнее было бы сказать, что свеча пламенеет, потому что пламя — это поток горячего газа. Давайте приведем еще один забавный пример. Мы говорим «кулак», и это существительное. И кулак выглядит как предмет. Но что происходит с кулаком, когда я разжимаю руку? Видите, я сжимал кулак. А теперь я протягиваю вам руку. Таким образом, о любом так называемом явлении можно говорить как о событии. А поскольку события перетекают одно в другое, то фистинг перетекает в передачу. И мы не можем сказать, где именно заканчивается одно и начинается другое. Следовательно, если мы это запомним, то поймем, что нам не нужна идея причинно-следственной связи, чтобы объяснить, как предыдущее событие влияет на последующее. Потому что все происходит вот так. Допустим, я смотрю в узкую щель в заборе, а мимо проползает змея.
Я никогда раньше не видел змей, и это странно. Сначала я вижу в щели голову змеи, потом длинное извивающееся тело, а потом, наконец, хвост. Я говорю, ну, это было интересно. Затем змея разворачивается и уползает обратно. И снова я сначала вижу голову, а потом через некоторое время хвост. Если я назову голову одним событием, а хвост другим, то мне покажется, что голова — это причина хвоста, а хвост — следствие. Но если я посмотрю на змею целиком, то увижу, что у нее есть и голова, и хвост. И было бы просто абсурдно утверждать, что голова змеи — это причина хвоста, как будто сначала появилась голова, а потом хвост. Змея появляется из яйца уже с головой и хвостом. Точно так же все события — это на самом деле одно событие. Когда мы говорим о разных событиях, мы рассматриваем разные части или фрагменты одного непрерывного процесса. И поэтому идея о том, что отдельные события должны быть связаны между собой таинственным процессом, называемым причинно-следственной связью, совершенно излишняя. Но, размышляя таким образом, мы считаем, что нынешние события вызваны прошлыми. И поэтому мы склонны считать себя марионетками прошлого, движимыми чем-то, что всегда находится позади нас. Чтобы избавиться от этого ощущения, нужно сделать очень простую вещь. Начните с эксперимента, который я предложил в предыдущем выступлении медитации. Воспринимайте мир через уши. Если вы закроете глаза и будете воспринимать реальность только с помощью слуха, это будет выглядеть довольно глупо. Возможно, стоит закрыть глаза, когда вы смотрите телевизор, но только на мгновение. И вы поймете, что все звуки, которые вы слышите, возникают из тишины. Вы слышите, как звук затихает, 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 затихает и, наконец, исчезает. Удивительно, правда? Ведь вы слышите, как все звуки в этом мире внезапно возникают из ничего. Вы не видите причин, по которым они появляются, они просто возникают, а затем эхом разносятся по коридорам разума, которые мы называем памятью. А вот если вы откроете глаза, то увидеть это будет сложнее, потому что, в отличие от звуков, зрение кажется статичным. Вернее, оно выглядит статичным. Все кажется неподвижным. Но вы должны понимать, что мир, на который вы смотрите, скажем, когда вы смотрите на свет, этот свет вибрирует. Все материальные объекты — это вибрации, и сейчас они вибрируют, воздействуя на вас точно так же, как звук воздействовал на ваши уши. Другими словами, мир, который вы видите, это вибрация, возникающая подобно тому, как звук возникает из тишины. Свет исходит из пространства. Он исходит из ничего и устремляется прямо на вас, а затем эхом отдается в прошлом. Итак, причина. Времени на самом деле очень похоже на движение корабля в океане. Потому что вот корабль, и он оставляет за собой кильваторный след. И этот след постепенно исчезает. И он точно так же говорит нам о том, где был корабль, как прошлое и наше воспоминание о нем. Он говорит нам о том, что мы сделали.
Но когда мы возвращаемся в прошлое, углубляемся в доисторические времена и используем всевозможные инструменты и научные методы для изучения того, что произошло, мы в конце концов достигаем точки, в которой все следы прошлого исчезают, точно так же, как исчезает кильваторный след корабля. Важно помнить, что кильваторный след не движет кораблем, как хвост не виляет собакой. Предположим, у вас есть невротичный, трудный ребенок, и одна из школ психологии говорила, ну, побейте его, может, он изменится. Но потом они сказали, о нет, бить ребенка несправедливо, ведь это из-за его родителей. Они его неправильно воспитали. И тогда они говорят, ну накажите родителей. Или родители говорят, извините, но наши родители тоже были невротиками. И они плохо нас воспитали, так что мы ничего не могли с собой поделать. А раз бабушки и дедушки умерли, то мы не можем до них добраться. И в любом случае, даже если бы мы могли, мы бы переложили всю вину на Адама и Еву в Эдемском саду. А они бы сказали, что это они заварили всю эту кашу, но тогда Ева сказала бы, нет, это змей соблазнил меня, и я съела плод, так что это его вина. Знаете, когда Бог в книге Бытия спросил Еву, ты ела плод с дерева, с которого я запретил тебе есть? Она ответила, да, но змей соблазнил меня, и я съела. И Бог посмотрел на змея, а змей не стал оправдываться. Наверное, он просто подмигнул. Потому что змей был ангелом. Он был достаточно мудр, чтобы понимать, где начинается настоящее. Так что, как видите, если вы настаиваете на том, что вами движет прошлое, что оно определяет вас, то это ваше право. Но суть в том, что все начинается прямо сейчас. Прямо сейчас, но нам нравится устанавливать связь с прошлым, потому что это создает у других людей впечатление, что мы в здравом уме. Если вы спросите меня, зачем я говорю, я могу ответить, что так зарабатываю на жизнь или что хочу донести до вас какую-то мысль. Но дело не в этом. Я говорю по той же причине, по которой поют птицы и сияют звезды. Мне это нравится. А вам? Я мог бы продолжать отвечать на всевозможные вопросы о человеческой мотивации и психологии, но это ничего не объяснит, потому что объяснять что-то прошлым. Значит, вообще отказываться что-либо объяснять. Вы просто откладываете объяснение. Вы отодвигаете его все дальше и дальше, и это ничего не объясняет. А вот что объясняет, так это настоящее. Почему вы делаете это сейчас? Это небольшой обман, потому что это тоже ничего не объясняет. Потому что сейчас, как звук возникает из тишины, так и все это возникает из ниоткуда. Это связано с тем, что я объяснял вам в другом выступлении о силе небытия. Вся жизнь внезапно возникает из пространства. Бац, прямо сейчас. И снова вопрос, почему это происходит. Бесполезный вопрос, потому что интересно не почему, а что. Что происходит, а не почему это происходит. Я могу сказать, ну, я делаю это сейчас. Сейчас, потому что я делал это тогда, и таким образом я выстраиваю для вас непрерывную цепочку мыслей. Но на самом деле я делаю это задом наперед. Я всегда начинаю с настоящего и связываю то, что делаю сейчас, с тем, что делал раньше, чтобы вы могли увидеть последовательную историю. Если я определяю себя как все поле событий, скажем, поле взаимодействия организма со средой, которая и есть я настоящий, то все, что со мной происходит, можно назвать моим действием. В этом и заключается истинный смысл кармы. Но когда мы говорим о свободе от кармы, о свободе от того, чтобы быть марионеткой прошлого, это просто означает изменение вашего мышления. Другими словами, это означает, что вы избавляетесь от привычки мыслить так, будто вы результат того, что было раньше. И вместо этого вы вырабатываете более правдоподобную и разумную привычку мыслить, согласно которой вы определяете себя не через то, что делали раньше,
а через то, что делаете сейчас. И это освобождение от нелепой ситуации, когда собака виляет хвостом, а не наоборот.